Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас урок по произношению. Произношение. Конечно, многие звуки для разных студентов трудно произносить. Я получила такой запрос. Как правильно произносить Л и Л? Твердый Л, как в слове лампа, и мягкий Л, как в слове лимон. На самом деле, да, это трудный вопрос, и я часто слышу, как иностранцы произносят неправильно. Они произносят или всегда мягко, зависит от их родного языка, или всегда твердо. Но здесь нужно понимать, что именно происходит во рту, что делает наш язык, когда мы произносим твердую и когда мы произносим мягкую Л. Итак, когда мы говорим твердо лампа, лампа, наш язык напряжен, и наш язык, это трудно увидеть, наш язык подходит к зубам, к верхним зубам, он за зубами, он не высоко, где альвеолы, он за нашими верхними зубами, лампа, ла, ло. Или в словах, которые просто заканчиваются на «л», как брал, делал, «л», язык за верхними зубами. Когда у нас «л» мягкая, во-первых, язык не напряжен, он более такой расслабленный, но кончик языка поднимается кверху, туда, где альвеолы. Собака во дворе помогает мне снимать это видео. И мы этот язык, наш язык, поднимаем к альвеолам, это выше туда к небу, и он более расслабленный. Лимон, ля, люблю, люблю. Что происходит, если мы так не сделаем? У нас будет лублу. Очень некрасиво. Люблю, где альвеолы. И язык более расслабленный. Надеюсь, вам это видео помогло. Конечно, здесь нужно много практики и желательно записывать себя на диктофон и дать послушать кому-то из носителей языка. Надеюсь, у вас есть друзья, для которых русский родной. Они не смогут вам объяснить, как это сделать, но они могут сказать: да, звучит хорошо. Здесь Л твердое, а здесь Л мягкое. Ну или если у вас есть преподаватель, тоже обязательно практикуйте правильную постановку звуков на уроках, потому что произношение это, конечно, важно. В акцентах нет ничего плохого. У каждого будет свой акцент. Когда я говорю по-английски, у меня тоже есть акцент, конечно же. Но если меняется значение слова, да, то это уже проблема. Когда сложно понимать из-за многих ошибок в произношении, тогда другому человеку просто сложно понять, о чем вы говорите. Поэтому, да, произношение важно. Надеюсь, вам понравился этот урок. Я желаю вам хорошего дня и увидимся в следующих видео. Спасибо за ваши лайки и спасибо за все ваши комментарии. Ваши комментарии дают мне идеи для новых уроков. Огромное вам спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы по грамматике или по словам, по произношению, обязательно пишите их в комментариях, и я попробую сделать видео на эту тему. Пока-пока.